Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Games. И вы скажете, какие танки, Серега, ты посмотри, это же арта французская 9-го левела BC-155-55, и действительно коричневая техника, но поскольку есть в ангаре, хоть я не артовод, обзорчик мы нее запилим, как обычный танкист, который не играет на арте, вообще сможет, так сказать, оценить эту технику и какой-то результат сделать на ней в бою. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Обычно мы начинаем обзоры, смотрим бронирование. Посмотрим здесь, ага, 16. А может какие-то там углы приведенной брони есть, куда лучше этой арте не стрелять. Пойдемте все-таки посмотрим Collision модель. Итак, господа, Collision модель нашей арты, французский 9-го левела. Кстати, вся красная, наверное, супер бронирована, шучу. Значит, НЛД 20, ВЛД 42, 17, 21, маска 0, вот 75 есть, вот эти вот замки у нас по 200. Здесь все полный картон, сбоку картон. Все, ребят, кругом один картон. Вот если только попадете в держатели пушки, вот эти замки, то там 209 перейдемка. И под стволом 75. Вот в эти три места фугаса можете не пробить. Все остальное полный картон. Так, с броней разобрались. Сплошной картон склеили из бумаги. Давайте смотреть основные модули. Обязательно качайте топовую рацию дальней связи 750 против 400. Очень важный момент для арты. Топовый ходовой двигатель тоже вам нужны. На месте крутиться. Быстрее вперед ехать, занимать позиции. Пушка у нас топовая 9-го левела, 155 миллиметров. И теперь изучаем, что у нас тут по снарядам. Значит, смотрите, 680 альфа на снарядах осколочно-фугасных с оглушением, 830 на снарядах осколочно-фугасных без оглушения и 460 на бронебойных. Заряжается пушка быстрее всех из арт, по-моему. Сейчас дальше посмотрим. 9 левел 30 секунд. Вот, ДПМ 1360. Время дезориентации 17 секунд. Точность 0,63. Это все на стойке цифры. И время сведения 4,5 секунды. Жуть какие большие все равно цифры против танков. Но это лучшие цифры, нежели у других арт 9 левела. Значит, по полевой модернизации. Во втором блоке доработка ходовой, в четвертом блоке комплекс Охотник М, в пятом блоке настройка гидравлики, в седьмом блоке настройка механизма прицеливания. Вторым слотом берем разведку. Что касаемо оборудования, поскольку у нас с вами закрытая рубка, да, вот эта щель не считается, мы можем себе... Нет, она открытая, считается, что я вру. УМП. Мы же не можем сюда поставить вентиль. Да, он здесь отсутствует в списке. Да, это все-таки открытая рубка. Видите, какие большие дыры, к сожалению. Да, мы не можем себя побаловать вентилем. Только УМП. Соответственно, досол и приводы. Все, другого комплекта оборудования для этой арты нету в принципе. По снарядам, значит, скорость полета 490, этот 588. Ага, здесь бронебойный. Все, по снарядам, в принципе, остальное все понятно. Да, все понятно. По снаряжению ремка, аптечка, обычный огнетушитель. Я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой арты. У нас 6 членов экипажа, радист, 2 заряжающих. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам в сравнении с другими артами 9-го левела. Вот она, наша последняя арта. Она у нас полностью заряжена. Вот, поставили все перки. У нас топовое оборудование. У нас вся вкачана полевая модернизация. Оборудование стоит инструкция на приводы, как на других артах. Нажали применить. Смотрим. У нас самая нищая альфа 680. Но при всем при этом у нас быстрее заряжается орудие. Вот порой не знаешь, а что лучше. На арте быстрее, когда пушка заряжается, но меньше альфа, либо наоборот. Хорошо.
У нас одно из самых низких бронепробитий. Да, здесь 46, здесь 48. В сравнении там с Великобританией. У остальных больше 50. Хорошо, запомнили. Дальше смотрим. Время дезориентации 17 секунд. Ну, примерно одинаково у всех. Так. Так. Углы вертикальной наводки 45. Одни из самых низких, так же как и на советской. То есть за сложные препятствия, там, в отличие от Америки в 65, либо от Великобритании в 63, у нас всего лишь 45. И это жирный минус для арты в целом. Так что этот момент у нас один из наихудших. Так, углы горизонта у нас вообще отсутствуют. Соответственно, когда мы в горизонте переводим прицел, у нас каждый раз разбрасывает круг сведения. И это тоже, кстати, минус. Дальше. Разброс. В целом, точность. У нас одна из лучших. 0,6. Вот здесь плюс. Дальше, что нас интересует, это как она передвигается. 50, ну как СТ-шка ездит, так же как и Америка. 51,3 километра в час. И это прикольно. Занимать позиции, убегать, когда фланг прорвали. Ну, менять фланг в целом. Это хорошо. Ладно, здесь все цифры изучили. Спорная машина, как по мне. Ну, посмотрим, как она себя будет вести в бою. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим. А что обычный танкист, не артовод, сможет на этой арте настрелять в бою. Погнали. Так, тяжей много. Ребята, обзор боем. Арта 9 левела, французская. БЦ 155-55. И вот я думаю, а куда бы нам лучше встать? Кого бы нам фигачить? Так бы тяжей пообсикать было бы очень, очень знатно. Давайте-ка попробуем с тяжами поработать. Будем стрелять осколочно-фугасными с дезориентацией. Неплохая у нас на самом-то деле подвижность. Так. Мы в простреле. УЦУА единственное за угол не сможем. Но где-то здесь сможем бахать. Ага. О. Кобра получила. Ну, где противники? Вот он. Есть. Есть. Эх, барабан бы был бы, сейчас был поудобней. Ой, красавцы. Ой, хороши. Вот вам двоим. Как вам с оглушением, ребят, живется? Давайте, давайте тут. О, хорошо. Побольше у вас. Вот, еще двоим. Хорошо, 722 уже настреляли. Отлично, отлично. Ассист идет. Ух, 705 ассиста. Красота. Так мы любим. Так мы любим. Вот, еще вам всем.
Хорошо, ребята. Полтораху дали уже. Суммы. Так, заряжаемся. Все, забрали, фраг есть. Че, ребят, все поняли, жопа вам. Как же артоводы кайфуют, когда играет на арте. Я не артовод, но вы представляете, какое унижение. Он спрятался за танком. Думает, что спрятался. Но не от нас же, правильно? Вот. Спрятался. Ха-ха. 1800. Все. 257 в шоке, поехал домой. Ага. Вот. Вот, и ассист пошел, и урон. Ну все, больше не настреляем. Направление мы изначально выбрали правильное. Но, к сожалению, все враги недосягаемости. Да. Все, мы свое поганое дело сделали. Вот так вот артоводы ездят и кайфуют. Кстати, какая подвижность. Вот позиции менять. Ну все, все. Мы уже не успеваем на праздник, так сказать. Все. Ладно. 2300. 2300 суммы. Один фраг. А стоя хер знает где, стреляя по врагам, которые вас даже не видят. Вот она. Артоводская жизнь. Очередное доказательство. Первый бой. Я на этом танке сыграл первый бой, вернее на этой арте, как и на всех вот обзорах, которые увидели. Американская арта, Великобритания арта. Вот смотрите, я эту арту купил к статистике. У меня на ней, по идее, первый бой. Так, куда я? Да, бои 1. Первый бой. Я не артовод, играть на арте не умею. Ну, купил, сел, поехал. 2300 там нахреначил. Вот бедные мы танкисты, которые играем против вот этой имбалансной техники. Ребята, кто есть артоводы, для наших зрителей напишите, как вам БЦ 155-55. Как по мне, все летело в цель. Пожалуйста. Да, альфулечка не самая жирная, но свое дело на осколочно-фугасных дезориентаций он делает, ассист идет. Идет. Давайте итоги боя посмотрим. Какое мы место заняли. Да, мы всего лишь 1300 дали. Но против танков вот таких, как Карачун, Кировец, да, Шкоды, Фаза, мы настреляли 1300. И еще у нас вот ассист. Косарь. Поэтому всегда рекомендую играть на арте, на снарядах с дезориентацией осколочно-фугасной. Кроме прямого урона вам всегда будет идти ассист по оглушению. Вот, пишите комментарии по этой арте, у кого она есть, кто на ней катает, как она в целом, как по мне, по пятибалльной системе. Твердую четверку тоже заслуживает. Ну, может быть, с минусом из-за того, что слабое пробитие, слабая альфа. Но в целом-то задачу арты данная техника выполняет. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукас под видео, а я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.